Астрологи уже все предсказали, мне и добавить нечего. Начнем с виджета здоровья, тут и пояснять нечего. Виджет можно создать через юзер-интерфейс с кнопкой Widget Blueprint. Выглядит удобно, однако в русской локализации тут все шиворот на выворот. Поэтому виджеты я всегда создаю через простой Blueprint. Там пишем user widget и готово. Как удобнее, так и создавайте. Виджет назовем WebP House. В нем нас интересует только прогресс-бар. Перетягиваем его в центр. Проверяем процент. Все работает. Эпики нас не обманули. Можно обратить внимание, что диапазон значений от 0 до 1. Сейчас мы не сможем взаимодействовать с этим прогресс-баром. Чтобы это исправить, нужно нажать флажок из Variable. Проверяем. Появилась новая переменная. Если снять, то переменная пропадет. А если снова нажать, то она снова появится. Думаю, идею вы поняли. Нужно дать чуть более адекватное название. Ну или менее адекватное, тут уж сами решайте. Я назову HouseBar. Преконстракт и констракт работают как BeginPlay. Но зачем нам двое, когда нам нужен только один? Поэтому удаляем преконстракт, ну и тик за компанию. Что нам сейчас нужно делать? Нужно как-то поучить игрока. К счастью, у меня в кармане завалялась одна очень важная функция. Расскажу тебе о ней по секрету. Она называется getPlayerPawn. Получает игрока в виде pawn. Давайте проверим, кто вернется. А никто не вернется. Виджет же не подключен. Наш виджет в WebP House не является полноценным. В нем есть только прогресс-бар, который растянут на весь экран. Поэтому нам нужно создать нормальный виджет, к которому мы подключим WebP House. Назовем этот виджет WebP Gameplay. Это главный виджет, в который будут добавляться все подвиджеты. Ему нужно обязательно добавить Canvas Panel, чтобы появились привязки и много чего еще. Теперь просто скидываем WebP House на хост и привязываемся к любому удобному месту, после чего сбрасываем кривое положение. Затем настраиваем новое и по необходимости настраиваем выравнивание и размер. В общем, занимаемся косметикой. Проверяем. Не работает. Подловил тебя. То, что мы добавили виджет, не меняет того факта, что основной виджет все равно не подключен. Хвостик-то, чтобы работать, все равно должен быть вставлен в чью-то попку. Основной виджет обычно создается в HUD, поэтому создаем HUD. Назовем его HUD Default. Открываем и делаем всего два действия. Первое – создаем виджет с помощью Create Widget. Проверяем. Не работает. Ну естественно. Куда так спешить? Мы же еще второе не сделали. Второе – добавляем виджет во Viewport с помощью Add to Viewport. Проверяем. И все равно не работает. Ну да, HUD ведь тоже никуда не подключен. Поэтому отправляемся в Game Mode. Все странные фигнюшки обычно подключаются там. И правда тут. Выбираем наш HUD. Вот теперь-то мы наконец-то получили сообщение от WebP House. И виджет здоровья тоже появился. Продолжим с того места, на котором когда-то остановились. Еще раз проверим. Персонаж наш. Теперь нам нужно как-то достать из него компоненту здоровья. Вспоминаем одну важную функцию, которая использовалась ранее при анимации. Это getComponentByClass. В прошлый раз с ее помощью мы получали movement компоненту, а сейчас будем получать компоненту здоровья. Запишем компоненту здоровья в переменную. Отлично, осталось как-то подключить это здоровье к HouseBar. Есть очень плохой вариант, это через bind. Они, конечно, работают, мы можем установить какое-то значение, и оно применится. Однако у них есть один совсем небольшой фатальный минус. Это большое количество тиков. Поэтому удаляем и не вспоминаем. Как же тогда поступить? А все просто. У компонента здоровья есть колокольчик onHouseChange. Просто поселим бомжа, который будет за ним следить. И как только колокольчик звонит, то бомж тут же обновляет HouseBar. У HouseBar нужно менять свойство Percent, которое меняется от 0 до 1. Отлично, ничего сложного. Просто делим текущее здоровье на максимальное здоровье. Проверяем. А у нас опять что-то не работает, здоровье 0. Все просто. Наш бомж еще ни разу не отработал, а HouseBar по умолчанию равен 0. Тут есть как минимум 3 решения. Мы можем по умолчанию установить HouseBar в единицу, но это не самое красивое решение. Второе – пнуть бомжа самому, вручную передав ему значение здоровья. Третье – это спровоцировать событие onHouseChange в компоненте здоровья сразу при запуске игры.
Первый вариант рассчитан на то, что здоровье всегда будет максимальным. Третий вариант не учитывает ситуации, когда виджет спавнится не сразу, а в какой-то момент игры. Остается второй вариант. Он самый гибкий. Нужно вручную вызывать House Change, а не ждать у моря погоды. Но сейчас у компонента здоровья нет функции получения здоровья, из-за чего мы не можем передать бомжу показатели здоровья. Ничего страшного, значит добавим такую функцию. Будем возвращать текущее и максимальное здоровье. Получаем показатели здоровья из компоненты и передаем их бомжу. Проверяем. Все равно ничего не работает. Тут не совсем обычная проблема. Дело в том, что здоровье не успевает проинициализироваться, из-за чего мы получаем неправильные значения. Мы можем добавить задержку в 1 тик с помощью Delay Until Next Tick, чтобы компонента здоровья точно проинициализировалась. Проверяем. Работает. Сейчас хаусбар имеет некрасивые градиенты. Ну, может, кому-то и нравится, но это не важно. Мне в любом случае нужно показать фокус. Еще я называю это ход конем. У прогресс-бара есть background и fill image, то есть задний фон и заливка. В поле image у них сейчас пусто. Сначала выберем хоть что, и затем отменяем на стрелочку справа. Готово. Проделываем то же самое для fill image. И теперь наш хаусбар стал плоским. Не знаю, почему это работает, но работает и ладно. Сейчас виджет здоровья жестко привязан к игроку. Оставим пока как есть. Займемся вторым виджетом. Это будет виджет с настройками графики. VBP Settings. Создадим стак-бокс и закинем в него 5 кнопок. Первые 3 – это качество графики. Низкое, среднее, высокое. А последние 2 – это тип окна. Окно без рамок или обычное окно. Во все кнопки закинем текст и назовем по-нормальному. Выделим все кнопки и нажмем флажок из Variable. После чего кнопкам тоже дадим нормальное название. Добавляем под виджет VBP Settings в основной виджет VBP Gameplay. Размер какой-то урезанный. Нажимаем Size to Content. Это может решить проблему, а может и не решить. Проверяем. Даже лучше, чем в AAA. Добавляем событие OnClicked для всех кнопок. После чего убедимся, что кнопка работает, и эпики нас не обманывают. Проверяем. Работает. Они опять нас не обманули. Ну и ладно. Настройки графики сохраняются после применения, то есть их не нужно как-то вручную сохранять, просто применил и все. Для работы с настройками графики нам понадобится функция getGameUserSettings. Функция используется раз в жизни, поэтому сами решайте ее значимость. Теперь из этой ноды вытягиваем соплю и пишем setQuality. И тут перед вами появится огромное множество всех quality. Выбираем все, что на ваш взгляд относится к настройкам графики. Вы можете прокликать все, а мне было так лень, я прокликал лишь несколько. После всех манипуляций нужно применить настройки, и они сохранятся. Если не знаете, что выбрать, то выбирайте Apply Settings. Проверяем, что настройки меняются. Ну, вроде что-то меняется. Параметр value определяет качество. Ну, тут все написано, не хочу быть кэпом. Да, в 26-м использую слово кэп. Вынесем все в отдельную функцию, потому что так будет лучше всем нам. Добавим входной параметр Quality, который очевидно будет задавать качество графики. Мы можем, конечно, вытянуть соплю, но один из плюсов функций – это то, что мы можем получить входные параметры без сопли, а события так не могут. Воспользуемся хоть раз этой возможностью. Подключаем функцию к кнопкам и проверяем, хотя и так очевидно, что все будет работать. Ого, это невероятно, оно работает. Что касается режима окна, то тут та же схема, только в серединке другая нода – Set Full Screen Mode. Вынесем также в отдельную функцию. Можно, конечно, сделать по-топорному, но у вас должно быть чувство прекрасного. Если вы видите копипаст, то это уже не элегантное решение. Избавляемся от второй строчки, она портит вид. Изучаем крайне важную, невероятно полезную и просто красивую ноду Select. Сопля вытягивается справа налево. В нижний пин можно много чего вставить. У нас флажок, поэтому вставляем его.
Принцип работы, думаю, и так понятен. В зависимости от флага подставляется то или иное значение. Подключим нашу новенькую и необкатанную функцию к соответствующим кнопкам. Проверяем, и все работает. Таким образом, можно указать и FPS, и вертикальную синхронизацию, и размер окна. Разберем еще один параметр графики. Это Resolution Scale Value. Когда я впервые сбилдил свою игру, я увидел невероятное мыло. Причем в редакторе все было красиво и четко. Сначала я подумал, что это сглаживание, но оно уже было отключено. Я долго искал причину, и оказался этот параметр, так что будьте с ним внимательны. Чтобы картинка была четкой, ставьте 100. Сейчас при запуске нам приходится кликать по окну, иначе персонаж не будет двигаться. Чтобы это исправить, нужно переключить Input Mode. Это делается в контроллере. Не обязательно, но желательно. Вызываем функцию setInputModeGameOnly и проверяем. Работает, но вылезает ошибка, потому что player-контроллер не указан. Это забавная ситуация, потому что мы уже находимся в контроллере. Просто укажем самого себя. Создадим отдельную кнопку для включения и выключения курсора. Пусть будет C. Я раньше этого не говорил, но кнопки можно добавлять не только в персонажа, но и в контроллер. Персонажа в теории можно переключить, поэтому кнопки, относящиеся к персонажу, должны находиться в персонаже. А вот глобальные кнопки, типа меню, журнала, инвентаря или, как в нашем случае, включения курсора, логичнее расположить здесь. Чтобы включить курсор, нужно использовать setInputModeGameEndUI. Проверяем. Не работает. Точнее, мы включили режим UI, а вот про сам курсор забыли. Меняем значение переменной showMouseCursor. Проверяем. Вот теперь работает. Добавим очень странную ноду FlipFlop. Я не советую ее использовать, потому что она может работать непредсказуемо, но нам сойдет. Нода каждое нажатие поочередно выполняет какую-то одну ветку. При первом нажатии будем включать курсор, при втором выключать. И так по кругу. Вынесем это в функцию для большей элегантности. Вот теперь красиво. Переподключаем старое на новое и проверяем. Работает. Пока мы еще здесь, давайте привяжемся к смерти персонажа. Будем восстанавливать персонажа, когда он погибнет. То есть восстановим ему здоровье и отправим на начальную точку. Контроллер кем-то управляет, поэтому мы можем получить того, кем мы управляем с помощью ноды getControlledPawn. Очевидно, что она используется только в контроллерах. Возможно, еще где-то, но я этого не знаю. В любом случае, не особо важное. Получим также компоненту здоровья и заселим бомжа, который будет реагировать на смерть персонажа. Если восстановить здоровье еще понятно, как сделать, то как перенести персонажа в начальную точку? Все как всегда просто. Получим player start и перенесем персонажа туда. Сначала доработаем компоненту здоровья, чтобы была возможность полностью восстановить текущее здоровье. Добавляем функцию Full Heal, которая полностью лечит персонажа. На основном графе мы делали то же самое, поэтому заменим на нашу функцию. Естественно, чтобы было элегантно. Сохраним компоненту здоровья, чтобы каждый раз ее не получать. Лечение добавили. А чтобы получить объект со сцены, воспользуемся очень полезной функцией getActorOfClass. Нас интересует player start, то есть начальная точка. Получаем расположение Эктора и телепортируем нашего персонажа туда с помощью важной функции setActorLocation. Проверяем. Работает. Но с одним но. Здоровье почему-то не восстановилось. На самом деле оно восстановилось. Просто колокольчик не зазвонил, и бомж, соответственно, ничего не сделал. Теперь все хорошо. Причем настолько хорошо, что мы можем избавиться от задержки, которую добавляли из-за того, что компонента здоровья не успевала проинициализироваться. Сейчас компонента здоровья сама отправляет уведомление бомжу, поэтому можно удалить. Также можно удалить и ручной вызов HostChange, но в таком случае, если виджет будет создан не сразу, то он проинициализируется неправильно. Я же ничего удалять не буду, оставлю все как есть. Проверяем. И теперь все работает. Мы закончили, дальше все по-старому. Сохраняем все, проверяем какашки и коммитимся.